Компромисс найден, доходы граждан могут поступить с 1 января 2023 года. Доход граждан должен заменить предыдущую систему ХАРТС-4 с 1 января. Спор между профсоюзами и светофором урегулирован, закон будет принят в конце недели. Предполагается, что это будет крупнейшая социальная реформа за последние годы. Коалиция светофоров хочет оставить ХАРТС-4 позади с базовым доходом. Закон должен быть принят на этой неделе. Спор между Союзом и правительством светофора урегулирован. И доход граждан вступит в силу с 1 января 2023 года. Но что такое деньги граждан? Кому оно должно применяться? Насколько высоким он должен быть? Что будет с ХАРТСом 4? Должны ли получатели ХАРТС 4 подать заявление? Можно ли заработать дополнительные деньги на доходе гражданина? Что такое новые гражданские деньги? Доход граждан – этот проект правительства светофора по адаптации существующей социальной системы. Миллионы нуждающихся в Германии с 1 января получат больше денег и лучший уход за счет пособия для граждан. Любой, кто ранее имел право на пособие по безработице, в будущем будет иметь право на получение пособия для граждан. Для этого не нужно подавать новых заявлений. Любой, кто в настоящее время получает ХАРТС-4, автоматически получит пособие на гражданство в январе. Доход граждан, который является вариантом для людей, чей доход от работы недостаточный для покрытия расходов на проживание, вы можете получить дополнительную поддержку. Кто может получить пособие гражданина? Трудоспособные лица в возрасте 15 лет и старше. Нуждающиеся в помощи до 15 и старше 65 лет. Люди, которые не могут себя обеспечивать средствами к существованию самостоятельно. Люди, чьи льготы по ЛГТ-1 истекают. 1 января вряд ли получится начать. Предполагается, что ХАРТС-4 станет доходом граждан с 1 января 2023 года. Однако агентство по трудоустройству высказалось за последнее введение новых правил доходов граждан к июлю 2023 года. Я прямо исчисляю из этого более высокую стандартную ставку, которую мы введем в январе, заявила финансовый директор Федерального агентства занятости Кристина Шенефельд. Перестройка приветствуется, будь то лучше возможности финансирования, правительство и устаревшие партнерства и устарение приоритетического посредничества, сказала она. Но к 1 января 2023 года все не успеешь реализовать. На это нет времени. Планируемое повышение стандартной ставки она считает правильным, потому что цены растут колоссально. Но окончательно не выяснено, действительно ли с 1 января можно будет говорить о доходах граждан по всем направлениям. Доходы граждан, насколько высокими должны быть доходы новых граждан. Стандартная ставка базового обеспечения должна увеличиться с 449 евро до 502 евро. Взрослые, проживающие с партнерами, получат 451 евро. Подростки в возрасте 14 лет и старше получат 420 евро. Дети от 6 до 14 лет 348 евро. Дети до 6 лет 318 евро. Обычное регулярное повышение стандартных ставок, основанное на изменениях цен и заработной платы, приводит к гораздо меньшим повышениям. В настоящее время механизм изменен с учетом чрезвычайно высокой инфляции, поэтому корректировка должна в первую очередь отражать изменения цен более современным и эффективным образом в будущем. Доходы и активы гражданина. Как определяется сумма? Доход граждан выплачивается в течение 6 месяцев, после чего необходимо подать новое заявление. Денежная сумма выплачивается в качестве пособия гражданину и рассчитывается следующим образом: уровень расходов на проживание, уровень на аренду жилья, сумма дохода и богатства, сумма дохода и активов партнеров, супругов и компании. Но есть одно изменение. Активы человека рассматриваются только после того, как доход гражданина был выплачен за год. Это нужно для уменьшения бюрократии. Просто пока стоимость квартиры будет признаваться на 2 года без потолка. Только когда вступит в силу действующие требования к жилплощади и квартплате. Пособие предоставляется в течение первых 12 месяцев, если нет значительного богатства. Здесь лимит в 40 тысяч евро распространяется на фактического получателя и 15 тысяч евро на каждого дополнительного человека в сообществе пособий. Долгосрочная экономия увеличивается до 15 тысяч евро. Кроме того, уже не проверяют, подходит ли собственная машина или собственная квартира. Подать заявку на пособие граждан. Информация о заявке. Заявление на получение пособия для граждан необходимо подавать всегда. Заявление может быть первоначально сделано неофициально, в устной или в письменной форме.
но позже вам придется заполнять несколько форм. Пособие гражданина — это не только пособие по безработице. Люди, которые имеют работу и не зарабатывают достаточно денег, чтобы покрыть свои расходы на проживание, тоже могут получить пособие гражданина. Подать заявление на получение льгот по гражданству пока невозможно. Во-первых, доход гражданина должен стать законным. Можно ли дополнительно заработать на деньги граждан? Любой, кто имеет работу, которая недостаточна для покрытия расходов на жизнь, может получать дополнительный доход в рамках социального пособия. Как и в случае с Харц 4, существуют дополнительные пределы заработка. Первые 100 евро, заработанные получателем дохода гражданина, вообще не засчитываются в доход гражданина, вплоть до предела дополнительного дохода в размере 1200 евро нетто в месяц. 80% этой суммы компенсируется доходом гражданина. Получателям разрешено оставить себе 20%. Санкции трудоустройства. Закон предусматривает, что лица, ищущие работу, согласовывают план сотрудничества с центрами занятости. Первоначально пострадавшим грозит сокращение пособий только в том случае, если они несколько раз пропустят встречи в центр занятости. В этом случае возможно 10% сокращение пособия. По истечении 6 месяцев существует риск дальнейшего сокращения пособия в случае так называемого нарушения обязанностей. Например, если заинтересованное лицо не займет разумную позицию. Это влечет за собой 20% сокращение в первый раз. Второй раз это 30%. Вычеты на оплату проживания больше не допускаются. Союз резко раскритиковал эти планы. В компромиссе между ЦДУ и СУ светофором этот период доверия теперь удален. Поэтому санкции возможны без ограничений с первого дня. Харц 4. Что происходит с пособием по безработице? Первое пособие для граждан призвано заменить Харц 4, поэтому планируется, что пособие по безработице в его дальнейшем виде больше не будет. Вместо этого завладеют деньги граждан. Это обосновывается в том числе тем, что бюрократические барьеры для АЛГ-2 слишком высоки, поэтому необходима реформа. Пособие гражданину не должно распространяться для пенсионеров. Люди, достигнувшие установленного законом пенсионного возраста и которые, как ожидается, не могут работать больше 6 месяцев, не имеют права на получение пособий для граждан в соответствии с правилами для работающих лиц. Они имеют право на гражданские годы на измененных, упрощенных условиях, так как поддержка будет, но она будет другой. В чем разница между Харц 4 и доходом гражданина? В итоговом документе о подходах граждан говорится, что он должен сосредоточиться на том, чтобы помочь людям вернуться на рынок труда. Обещаны лучшие возможности дополнительного заработка, и именно в этом эксперты видят решающее отличие от пособия по безработице ЦВАЙ, поскольку низкое налогообложение призвано обеспечить более сильные стимулы для оплачиваемой занятости. Работа на неполный день также должна быть полезной снова. Кроме того, повышенная арендная плата также должна учитываться при расчете доходов гражданина. Ну и на этом все. Пишите обязательно свои мнения в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал и всем пока.